Мгм. В таком случае я вынуждена спросить, вам нужно, чтобы было отверстие для рта, чтобы вы могли что-то помещать в ротовую полость. Планируете ли вы разговаривать в этой маске? Угу. Хорошо. Так. Итак, сидите, пожалуйста, ровненько. У меня гибкая линеечка, и я могу ее ровно вот так вот огибнуть, да, черты вашего лица над ушечками. У вас ширина лица 17,3. Так, теперь линия ваших губ в этом месте смотрим. Ширину лица, так ровненько. Ага, это ровно 12 сантиметров. Хорошо. И на уровне ваших глаз, на уровне вот прям уголков глаз, ровненько. У вас немножечко, да, уголки глаз немножко по диагонали располагаются. Ровно 17. Хорошо. И на уровне бровей, опять же, от кончика до кончика мы вот такую линию прорисуем. И, соответственно, здесь мы будем ширину вашего лица измерять по линии роста волос. То есть от линии роста волос до линии роста волос. Так, хорошо. Так, от кончика до кончика. У вас здесь тоже, в принципе, идет по диагональке. И это ровно 16 сантиметров. 16,0. Ширина на уровне бровочек. Итак, сейчас высота вашего лица от линии роста волос вот здесь повыше, да, до подбородочка. Так. Это 23,3. Так. Угу. Хорошо. Сейчас давайте высоту вашего лба измерим от самой высокой части вашей бровочки, да, до линии роста волос. Линия будет перпендикулярна полу. Итак, вот здесь давайте линия перпендикулярна полу. Это 3,8. Хорошо.
ощущение симметричности вашего лица. Вы не против? Да, будем брать тогда среднее измерение. И тогда потом все получается и выровняется. Это от уголка брови до уголка глаза. Хорошо. Так, мы забыли измерить общую длину вашей брови от уголка, точнее от кончика до кончика, да, и, соответственно, индивидуальную длину каждой бровки. Давайте начнем с общей длины брови. Это ровно 15. Это 15 сантиметров. Это общая длина брови. Хорошо. И индивидуальную тоже давайте посмотрим. Так, на одной бровке это, ну, давайте считать, что ровно 6 тогда, а на другой бровке тоже идеально. Так, это 6 сантиметров, это длина бровок. Хорошо. Итак, теперь мы измерим общую длину ваших глаз от уголка до уголка. От уголка до уголка. Тут у вас опять же по диагональке идет. Так придется и сделать. Да. 11 сантиметров ровно. И опять же индивидуальную длину каждого глазика. Итак, здесь у вас 2 и 2. Давайте 2 и 3, чуть побольше там. И здесь у нас 2. 2. Ну, делаем 2 и 2 по большему измерению, чтобы было красивее. 2 и 2 это длина глазика. Сейчас мне нужно, чтобы вы смотрели ровно на мой носик, спокойно, расслабленно, а я измерю ширину раскрытия вашей глазной щели. Но мне нужно, повторюсь, чтобы вы смотрели спокойно и прямо, не пытайтесь пучить ваши глаза, да? Смотрим ровненько, хорошо. Смотрим ровненько. Так, хорошо. Это у нас 6 и 2. Да, 6 и 2. Итак, да.
все мерочки вам сняли. Приходите, приходите на примерку. Сегодня у нас что? Сегодня у нас среда, да? В понедельник, лучше во вторник. Приходите во вторник на примерочку. И там мы уже все подгоним уже под вас. Угу. Как вы расположились, хорошо? Давайте проверим ваш слух. Для начала вот таким образом я буду создавать такие звуки, шуршание пальцев, и буду тихонечко отдалять свои руки от ваших ушек. В какой-то момент я вообще прекращу делать этот звук. Вы должны мне сказать, в какой момент вы перестаете слышать звук шуршания моих пальцев. И, пожалуйста, для чистоты этого теста закройте ваши глаза. Угу. Давайте начнем. Отчетливо слышите? Угу. Угу. Давайте еще раз. Угу. И еще раз. Угу. Хорошо. Вот такой у меня есть звенящий браслетик, тот же самый смысл, но теперь по одному вашему ушку будем проверять. Отчетливо слышите звук? Угу. Постепенно отдаляю, и в какой-то момент звук прекратится. Вам нужно мне сказать. Угу. Хорошо. Угу. И еще раз. Замечательно. Итак, давайте проверим ваш слух. Как вы можете дифференцировать, да, звуковые нюансы. Смотрите, есть вот такая пластиковая линеечка. Есть вот такая карточка. Да, картоночка. Есть стекло. Да, и есть дерево. И есть дерево. Сейчас я... Может быть, что-то еще? Что вы могли бы отчетливо слышать? Ну, давайте на этих 4 текстурах остановимся. Я на каждое ваше ушко, всего у меня 4 предмета, соответственно 2 предмета у одного ушка и 2 предмета у другого. Вам нужно по звуку определить материал. Договорились? Глаза тоже я попрошу вас закрыть. Так, первый. Это стекло, хорошо. Второй. Это дерево. Прекрасно. Так, третий предмет. Это карточка, картонка. И последний предмет. Это пластиковая линейка. Хорошо, вы отлично справились.
И давайте напоследок сделаем тест шепотом. На каждое ваше ушко я прошепчу какие-то слова. Вам нужно их запомнить и повторить мне по 3 слова на каждое ушко. Так, позвольте мне приподняться. Золото, коготь, транспортир. Хорошо, и на другое ушко. Лапти, куркума, серпантин. Прекрасно. Ну, что я могу сказать? У вас прекрасный слух. Никаких проблем я не заметила. Так что до следующего раза. Когда-нибудь я дождусь того момента, когда у вас испортится слух. Итак, первый вопрос, чат. Ваша стихия. Огонь, земля, вода или воздух. Можете написать, почему выбрали ту или иную стихию. Итак. Пишите, не стесняйтесь. Я все это отправлю в нейросеть. Хорошо. Итак, второй вопрос. Ваша любимая роль в играх? Танк, хил, саппорт или ДД, нанесение урона? Итак, ваш идеальный отдых, активность, тишина, общение или приключения, что бы это ни значило. Так, чат, все можно. Вам можно все. Итак, главные качества, которые вы цените в людях: сила, верность, юмор или искренность.
Ваше любимое время суток. Утро, вечер, день или ночь. Хорошо. Как вы решаете проблемы? Действуете, анализируете, обсуждаете или импровизируете? Мгм. Что для вас важнее всего? Уважение, покой, дружба или свобода? Ваша любимая погода? Солнце, дождь, облачность или гроза? Ваш стиль в работе или учебе? Руководить, выполнять, помогать, креативить. И как вы ведете себя? А, нет, там еще вопрос. А, нет, там еще вопрос. Хорошо. Как вы ведете себя в споре? Доказываете, молчите, сглаживаете или вспыхиваете?
Мгм. Какое животное вам ближе по духу? Волк, медведь, дельфин или птица? Волк, медведь, дельфин или птица? Идеальное место для жизни. Замок, лес, пляж или мегаполис? Замок, лес, пляж или мегаполис? Я бы в лес пошла, конечно. Так. Напиток для поднятия настроения. Кофе, чай, какао или энергетик? Николай, тебе дракона не выдадим. Кофе, чай, какао или энергетик? У нас нет таких драконов. Так, если бы у вас была суперсила, что бы это было? Телекинез, неуязвимость, исцеление или телепортация? Телекинез, неуязвимость, исцеление или телепортация? Телекинез — это перемещение предметов силой мысли. Следующий вопрос. Что вы выберете? Власть, стабильность, гармонию или хаос? Какой жанр кино вы выберете на вечер? Эпический, детектив, комедию или экшен?
Сидите, пожалуйста, ровненько. Старайтесь расслабиться. У вас есть какие-то жалобы? На нижнюю челюсть, да? Постоянное напряжение чувствуете? Еще есть какие-то жалобы? Хорошо. Я в любом случае осмотрю все ваше лицо. Хорошо? В любом случае все ваше лицо осмотрю, и мы все проверим. Так, давайте я возьму инструментик. Это такой специальный инструмент для проверки чувствительности. Я буду аккуратно прикасаться к вашей коже острым кончиком, а вам нужно говорить мне «ай», когда вы чувствуете прикосновение. Хорошо? Итак. Хорошо. Так. Здесь менее чувствительно. Хорошо. Еще раз спустим по вашему личику. Хорошо. Сейчас я буду прикасаться к вашему лицу вот этим плоским кончиком. Вам также нужно говорить «ай», когда вы чувствуете прикосновение. Хорошо. Прекрасно. Хорошо. Так. Я поняла. У вас присутствует снижение чувствительности в нижней половине лица. Да, по каким причинам пока непонятно. У вас были какие-то травмы в области лица? Возможно, вы падали лицом на что-то? Нет? Так, давайте я сейчас обследую ваше личико. Если будет больно, говорите обязательно. Если будет неприятно, да? Любые странные ощущения, вы мне о них говорите. Чувствую зажатость мышц, как будто вы постоянно в напряжении. Есть такое. Я бы вас отправила на массаж, лицевой массаж. Вам бы там хорошенечко размяли мышцы лица. Возможно, знаете, с какими-то электротоками. Да, есть вариант рассмотреть такие варианты, да? Так, вот здесь. Как будто бы это было бы для вас очень хороший вариант. Тут тоже мне не нравится. Нехорошо. Но я уже точно вам скажу, что направление на лицевой массаж точно получится, потому что с таким лицом ходить нельзя. На самом деле эта ситуация вообще может начать очень быстро прогрессировать, и в один прекрасный день вы проснетесь, а у вас все лицо застыло.
да, мы же не хотим, чтобы такое произошло. Поэтому нужно обязательно этот вопрос решать, пока, ну, хотел сказать, пока не такая запущенная ситуация, но уже запущена, уже запущена. Поэтому нужно вообще не теряем время, да, идем к массажисту, а там вам уже скажут, да, как в вашей ситуации лучше, возможно, какие-то электротоки, да, возможно, какие-то вибрационные машины, возможно, даже какие-то инъекции вам выпишут какую-нибудь, может быть, мезотерапию, да, какую-то плазмолечение, да, лечение плазмой. Это вам уже все специалист скажет. Вот. Но я, конечно, вижу, ну, я терапевт, да, понятное дело, что я вот всех этих нюансов очень в них хорошо разбираюсь, поэтому отправлю вас к специалисту, там вам помогут. Да, возможно, вас отправят на санаторно-курортное лечение. Но не могу точно вам сказать. Некоторых отправляют у нас, да. Как массажист скажет, насколько у вас плохая ситуация. Так, давайте я возьму вот 2 пушистика. Если будет щекотно, говорите. Так, терпимо, да? Я поняла вас. Вот здесь. Приятное ощущение или больше нет? Хорошо. Давайте пока, раз вы ко мне пришли, я возьму соскобы, отправлю в лабораторию и смывы. Конечно же, мы сделаем смывы с вашего лица, посеем, да, на чашечке Петри, чтобы было понятно, чтобы вы, когда пришли уже к специалисту-массажисту, было понятно, что у вас вообще, какая ситуация у вас на лице, кто у вас там живет. Да. Сделаем сейчас смывчик и отправлю в лабораторию на посев. Вот здесь все соберем. По всему вашему лицу. Даже нет, давайте так, у вас ситуация хуже с нижней части лица. Давайте отдельно посеем верхнюю часть лица. И отдельно посеем нижнюю. Может быть, у вас какие-то очень агрессивные микроорганизмы, бактерии, да, или грибы именно на нижней части лица живут. Возможно, они своими токсинами, так сказать, их токсины проникают уже вглубь и достигают нервных окончаний. И отсюда идет снижение вашей чувствительности. Такое вполне может быть. Особенно, знаете, грибы. Грибы, они очень опасны. Они кажутся нам абсолютно какой-то базовой вещью, которая сопровождает вас на всем протяжении жизни, но грибы, с ними шутить нельзя. Конечно, нельзя. Так, это мы отправим на посев. Сюда. Так, и сейчас давайте я сделаю соскобики. Сейчас под микроскопом мы посмотрим. Возможно, что-то будет видно сразу, да, потому что посев он потребует нескольких дней. Вот, а соскоб это буквально дело 5 минут. Вам не больно?
И давайте опять с нижней части лица. С нижней части лица опять отдельно. На самом деле я неправильно сделала. Надо было сначала брать соскоб, да, потом смыла. Ну ничего страшного. Я думаю, если это есть какая-то ситуация, да, то я ее увижу. И после смывов. Как? Нормально? Угу. Как себя чувствуете? Лицо не горит? Хорошо.